Здравствуйте, друзья! Сегодняшний тест для женщин. Все, что вам нужно сделать, это выбрать колечко, которое вы хотели бы получить в подарок. Важное дополнение: если вам понравилось не одно, а больше украшений, например, 2 или 3, расположите их в порядке убывания привлекательности. Так вы сможете увидеть, какие качества у вас доминирующие, а какие второстепенные. Итак, вы готовы? Скорее выбирайте свое. Вот они. Если вы выбрали колечко под номером 1, вас смело можно назвать кокеткой. Вы очень женственный, любите красиво одеваться. На улице вас вряд ли можно встретить без макияжа и прически. Вы тщательно следите за своей внешностью. Вы очень трепетно относитесь к своей семье, но главное внимание уделяете мужу, а не детям. А вот работа для вас не очень важна, особенно если она монотонная и не связана с общением, индустрией красоты или любыми видами рукоделия. Совет: цените свою женственность. Сегодня очень трудно найти женщин, сумевших сохранить и развить в себе энергию инь. Периодически боритесь с возникающей ленью и пассивностью, но помните, в вас живет кошка. Поэтому научитесь уважать и защищать в себе экономность в движениях и деяниях, свойственную этому грациозному животному. Если вы выбрали колечко номер 2, вы нимфа. Вы воплощение вечной молодости, вечного движения, активности и жизнелюбия. Вас легко узнать по внешнему облику. Вы тщательно следите за модой, но не признаете ничего лишнего, переизбытка в одежде и аксессуарах. Лаконизм и минимализм – ваши лучшие друзья во всем. Качественные брюки или джинсы, добротная рубаха, удобная дорогая обувь и рюкзак за плечами – лучшие спутники в познании мира, неутомимым исследователем, которым вы являетесь. Впрочем, в друзьях вы не нуждаетесь, у вас их достаточно. Вы умеете общаться с теми, кто заряжает вас радостью, поощряет к действиям. Также спокойно вы прощаетесь с теми, кто создает балласт или мешает вашему пути. Вы обожаете спорт, танцы, экстремальный отдых и, конечно, путешествия. Всегда яркая и подтянутая даже в зрелости. Вы останетесь женщиной без возраста, с моложавой внешностью и внутренностью без брюзжания и старческих предрассудков. Совет: сбалансируйте активную внешнюю жизнь внутренними поисками и самопознанием. Присмотритесь к религиозно-духовным практикам, медитациям, йоге. Ваша харизма очень сильна, ваше влияние на окружающий мир очень широко. Осталось лишь углубить вашу личность, и вы будете очень близки к совершенству. Женщину, выбравшую колечко под номером 3, можно смело считать загадкой. В вас одинаково сильно развиты эмоции и интеллект. Глядя на вас, люди вспоминают поговорку: «Самое сексуальное в человеке – это его душа». Будучи сложной и многогранной личностью, вы переживаете каждое мгновение своей жизни полнее, ярче и глубже, чем другие люди. При этом вас не нужно учить, как справляться с навалившимися трудностями или ворвавшимся счастьем. Ваш глубокий, практичный, аналитический ум лучше доброго лекаря душ выпишет вам рецепт на спасение. Именно к вам прибегают все знакомые и незнакомые люди, когда у них что-то происходит. И для всех в вашем большом сердце находится место. Вы оригинальны во всем, от одежды до мнения по самым стандартным вопросам. Еще одна ваша сильная сторона – умение убедить другого и себя без малейших усилий. Вы очень гибки в обстоятельствах и общении. Хотя как никто умеете сохранять и отстаивать важные для вас принципы. Совет: больше общайтесь с людьми, доверяйте им и жизни в целом. Отбросьте излишний пессимизм. Ваша внутренняя глубина – признак высокой степени зрелости, поэтому используйте свои знания и понимание на благо себе и людям. Если вы выбрали 4 колечко, вы леди. Женщина с остальным характером и нервами. Это комплимент и настоящий дар для современности. Скорее всего, вы сами давно чувствуете в себе неукротимую силу влиять, управлять и расширять свое пространство. В бизнесе и карьерных делах вы ощущаете себя как рыба в воде.
Вы дадите фору многим сотрудникам мужского пола и готовы идти к цели, невзирая на препятствия. Вы очень мобильны, имеете острый, быстрый ум и молниеносные реакции, деловую интуицию и хватку. Блестяще читаете людей при первом знакомстве. Вы требовательны прежде всего к себе и потому редко даете поблажку даже ближайшим родственникам, не говоря уже о работниках. Вы всегда ответственны и надежны для партнеров и руководства. У вас высокие жизненные стандарты и не менее высокие требования. Скорее всего, вы выдвинули их не только из-за собственных прихотей. Как правило, люди вашего типа окружают тех, кого вы приручили. Это престарелые родители, маленькие дети, неустроенные или нездоровые родственники. Совет. Работая за троих, делайте остановки для отдыха, даже если вы невиданный трудоголик. Приведите к гармонии внутренний мир и обратите внимание на внешний. В нем живут не только дармоеды и тунеядцы, но и приятные и достойные вашего внимания люди. Если вам понравилось колечко под номером 5, вы волшебница. В вас удивительным образом сосуществует Василиса Премудрая и фея Динь-Динь. Вы женщина, которая может сварить кашу из топора, из груды бумаги соорудить необыкновенную вазочку для печенья, а из груды старого хлама сотворить роскошное платье на детский утренник. Творческий подход и первозданное магическое отношение к Вселенной всегда были вашими надежными инструментами. У вас золотые руки, необузданная фантазия и упорство змеи в достижении поставленных творческих целей. Настоящие, основательные мужчины всегда обращают на вас внимание, ведь именно такую женщину они хотят видеть хозяйкой своего дома и матерью своих детей. Но из-за большого количества дел и проектов последнее удается реализовать нечасто. Для вашего же блага и для увеличения творческого потенциала уделяйте побольше времени для общения только с собой. Больше отдавайте себе, любимой. Найдите силы отказаться от ненужных контактов и связей с лишними людьми. Источник вдохновения рождается в одиночестве, поэтому дайте ему забить с новой, мощной силой. Если вы выбрали колечко номер 6, вы истинная королева. Вы, несомненно, женщина-праздник. Роскошь, блеск, веселье – это то, чего всегда просит ваша душа. Вы заметны издалека благодаря ярким нарядам и экстравагантным украшениям. Как лев, царь зверей, вы готовы покровительствовать, снисходить и прощать. Но также охотно и открыто выражаете ярость и гнев, если вас обидели или ущемили права ваших близких. Вы никогда не копите обиды внутри себя, быстро выпуская их наружу. Вы быстро возвращаете себе активное расположение духа, и, возможно, именно поэтому никакая болезнь надолго к вам не подступается. Вы любите комплименты, похвалу, обожаете быть в центре внимания. Возможно, вы не карьерист, но и на последнем месте вы никогда не были. Жизнь балует вас отведением главных ролей в своем фильме. Совет. Если у вас есть дети или сотрудники в вашем подчинении, постарайтесь снизить контроль. Позвольте окружающим быть самостоятельнее. Часто вам бывает трудно сдерживать эмоции в конфликтных ситуациях, поэтому хотя бы не забывайте признавать свои ошибки и извиняться перед окружающими за свои реакции. Королевам свойственно быть милостивыми. Вот и все, друзья. Спасибо всем, кто заинтересовался и прошел этот незамысловатый тест. Если понравилось, ставьте лайки. Делитесь в комментариях, какой вариант выбрали вы и совпало ли описание с действительностью. Подписывайтесь на канал, и вы узнаете еще много интересного. Всего всем доброго!